Английский Шеверли Паркстад – один из старейших конных заводов мира, где разводят лошадей с XVI века. Это драгоценное наследие страны, так же как и Старожиловский конный завод под Рязанью, основанный в XVII веке, рядом с которым можно жить в городке, напоминающем Германию. Где именно находится это место и как в него попасть? Смотри это видео до конца, и я тебе обо всем расскажу. Ты на канале «Выходные без границ», и с тобой Даша Ивановская. Старожиловский конный завод напоминает гигантский готический дворец. Это единственное место в мире, где разводят лошадей русской верховой породы. В них бежит кровь чистокровных арабских и английских скакунов. С русских верховых зародилось конное поло еще в царской России, а сегодня эти лошадки – достояние селекционеров. В 17 веке здесь был целый город, посвященный разведению лошадей, которых за длинные шеи называли «черные лебеди». Нашим проводником в конный городок стал бывший начальник завода, который служил здесь 40 лет. Владимир Константинович, расскажите, пожалуйста, для чего же разводят русскую верховую породу? И кого же уже ждут эти прекрасные лошадки? Следует сказать, что лошади, племенные лошади, все, это часть культурного достояния каждого государства, каждого народа. Значит, создал эту породу граф Орлов Чесменский во времена правления Екатерины II, Екатерины Великой. Кому предназначаются вот эти лошади? Сколько вот лет, например, вот этим лошадкам? Когда они уже, это кобылки. Когда они уже переедут от вас? Это кобылки 2 лет. Это, можно сказать, будущие заводы. Пройдет какое-то время, среди них отберут лучших и будут получать от них жеребят. На Старожиловском не предлагают конные прогулки. Эти лошадки – будущие спортсмены-чемпионы, генофонд завода или гордость частных конюшен. Черные лебеди – это изящные аристократы с хорошими манерами. Когда придете увидеть их, задумайтесь, ведь может быть перед вами внуки и внучки лошадей самого Суворова или Кутузова. И, кстати, портретам и наградам знаменитых родственников этих лошадок посвящен музей, и он прямо над конюшнями. Здесь осознаешь огромную историю завода. В XVIII веке он включал в себя усадебный дом, дома управляющих, конюшни, в которых в лучшие времена жили до 3000 лошадей, ветеринарный лазарет, манежи, мастерские, каретную, кузницу, склады, коровник, молокозавод, спиртовой завод, что особенно интересно, и даже собственный летний театр. Все это были владения основателя завода, барона фон Дервиса. В общем, лошадки здесь совсем неплохо устроились. Это вот все кубки, которые посвящены победам наших лошадей, чемпионами, которые были чемпионами породы на выставках. Просто представьте, эти свободные лошадки, которых мы вам только что показали, скоро станут вот такими спортивными и послушными, увидят мир и познакомятся со знаменитыми наездниками. Каждая лошадка здесь, как пели в одной знаменитой песне, стоит очень много денег, и каждую ждет невероятная судьба. А пока на полях у Старожиловского можно просто прогуляться с будущими легендами. Сегодня попасть в готическую конюшню может любой. Так чем же тут заняться? Можно прогуляться по гигантской территории, сделать красивые фотки с уникальными лошадками, заказать экскурсию в музей и погордиться своей историей. И как положено в конюшнях, здесь вы еще встретите множество собак и кошек, которых приютили заодно с лошадками. Я вот даже чуть не удержалась, почти забрав к себе очаровательного щенка. Да, ты такой сладкий, ты такой серенький, красивенький. Да. Итак, где же остановиться недалеко от Старожиловского? Лучшее место – это конюшенный двор. Хотя сюда можно ехать и отдельно. Это настоящий островок старой Германии или Швейцарии под Рязанью. Здесь гостиница, трактир и русские бани на берегу небольшой реки. И даже есть своя часовая башня. Итак, мы в номере Гранд Люкс, гостиница «Конюшенный двор». Я хочу обратить ваше внимание на то, с какой проработкой деталей выполнен каждый предмет интерьера. То вы только посмотрите на этот диван, насколько все вот грамотно немножко состарено, насколько здесь хорошо подобрана ткань. Вообще, конечно, в конюшенном дворе, следуя названию, действительно все очень продумано. То есть
Раз они так называются, то вы здесь можете встретить лошадей на картинах. Например, во дворе прямо напротив гостиницы стоит гигантский железный конь, и это действительно просто отдельное какое-то произведение искусства. И по всему комплексу встречаются маленькие и большие подковы, фигурки лошадей, и это просто буквально во всем. Но я уверена, что особенно круто именно просыпаться в этом номере, потому что в этом номере есть 3 окна, одно справа от кровати и 2 окна ровно напротив. И из всех окон абсолютно ты видишь фасады, как будто швейцарских или немецких домов. То есть это такие белые стены с этими деревянными крупными перегородками и балками по всему периметру. И куда ни повернешь голову, везде вот эти фасады, как будто ты проснулся в центре какой-то немецкой или швейцарской деревушки. А еще, представляете, почти все предметы интерьера привезены владельцами конюшенного двора из путешествий. И думаю, именно поэтому создается впечатление, что ты не в России. Чувствуется, что хозяева действительно знают, что такое настоящее швейцарское шале и как построить его под Рязанью. После Старожиловского, приехав в конюшины, чувствуешь себя почти как баронесса, которая только что выбирала себе новую лошадь и вернулась домой отдохнуть и, например, выпить вечерком немножко шампанского. Вот и я решила осмотреться в трактире и попробовать местную кухню прямо за столиком у реки и заказала излюбленную гостями свиную тарелку. Очень по-немецки. Кстати, важно упомянуть, что и конюшенный двор, который просто поражает своим сходством с каким-нибудь европейским двором, немецким или, например, швейцарским, а также Шумаш, это норвежская деревня под Рязанью, в которой мы были и снимали про это место уже свой выпуск, можете его посмотреть на нашем канале, а также развлекательный комплекс в некотором царстве, попав в который ты просто действительно попадаешь в сказку, и о нем мы тоже уже снимали свой выпуск, можете найти его на нашем канале. Все эти 3 места управляются одной семейной парой. И, кстати говоря, конюшенный двор является первым местом, которое они открыли, и это было 20 лет назад. И, возвращаясь к теме еды, тоже очень важно упомянуть, что у владельцев своя пекарня, которая обслуживает все 3 комплекса, и, соответственно, весь хлеб они делают сами. И в некотором царстве, и в конюшенном дворе, и в Шумаш. И соленья, и сало. Все это выполнено здесь своими руками. А также важно упомянуть, что в Шумаш, это вот последний, самый свежий комплекс из этой триады, одним из фирменных блюд будет рыба, которая поймана в местных водах. Ну что, дорогие мои, за вас. Кстати, жить в конюшенном можно как в гостинице, так и в отдельных домиках, а от Старожиловского сюда добираться всего 1 час. Надеюсь, вам понравился такой вариант, как провести свои выходные. Как же сюда попасть и сколько это будет стоить? Точка отсчета Москва. Дорога до Старожиловского займет 4 часа. Любители поездов проведут в пути столько же, но еще 1 час придется потратить в такси от вокзала Рязани до завода, и еще 1 час от завода до конюшенного двора. Поезд обойдется в 2000 рублей, плюс такси это еще 2400. Это все в обе стороны пути. Номер в конюшенном стоит от 4000 рублей с двухместным проживанием и завтраком. Пообедать и поужинать в трактире можно за 800 рублей со стоимостью одного блюда в 400 рублей. Да, кстати, в Старожиловском можете прикупить себе легендарную лошадь уже от 800 тысяч рублей. Ну или просто купить индивидуальную экскурсию у Владимира Константиновича за 3000 рублей. Самое приятное, что увидеть лошадок и прогуляться вдоль готической конюшни можно бесплатно. Все вместе выходит 12 200 за 1 ночь и 1 день пребывания. На этом все. В следующем выпуске я расскажу тебе, где под Волгоградом делают вечеринки у бассейна, как в фильме «Великий Гэтсби». Подписывайся на канал и не пропусти. Планируй свой крутой уикенд вместе с нами.